Мотоциклы с наддувом всегда вызывали интерес во всем мире. На данный момент известно только о 10 таких серийных мотоциклах. О них мы сегодня и поговорим. Выпуск будет в виде топа по максимальной мощности, ведь именно для этого и ставится турбонагнетатель. Кстати, на канале был выпуск про самые первые серийные турбомотоциклы. Кто не смотрел, ссылка в описании. Также подробные выпуски про большинство мотоциклов этого топа тоже уже были. Воспользуйтесь поисковиком канала. Итак, начнем мы с Honda CX500T, которая появилась в 1982 году. Honda — единственная компания, которая использовала в качестве донора гражданскую двухцилиндровую V-образную модель CX500. Добавление турбины дало увеличение мощности на 64%. У CX500 49 лошадиных сил, у CX500 Turbo 82 на 8000 оборотов в минуту, а крутящий момент составлял 79 ньютон-метров на 5000, что давало мотоциклу невероятную по тем временам динамику разгона. От 0 до сотни CX500 Turbo разгонялся за 5 секунд. На 9 месте Yamaha XJ650 Turbo, который также появился в 1982 году и сразу же установил новые стандарты в визуальном представлении аэродинамического веса. Мотоцикл оснащался 4-цилиндровым двигателем воздушно-масляного охлаждения объемом 653 кубических сантиметра, который выдавал 90 лошадиных сил мощности на 9000 оборотов в минуту и почти 82 ньютон-метра крутящего момента на 7500. При снаряженной массе в 243 кг XJ650 Turbo от 0 до сотни разгонялся чуть меньше 5 секунд. Максимальная скорость 200 км в час. На 8 месте турбомотоцикл от Suzuki, который был представлен в 1983 году. Это модель XN850 Turbo. Suzuki также выбрала 4-цилиндровый двигатель для постройки. Он был воздушного охлаждения объемом 673 кубических сантиметра и после установки турбины выдавал 85 лошадиных сил мощности на 8000 оборотов в минуту и 76 ньютон-метров крутящего момента на 6500. Мотор оснащался инжектором, имел 2 распредвала и по 2 клапана на цилиндр. Разгон до сотни занимал те же 5 секунд. Максимальная скорость около 200 км в час. Наддув на Honda CX500T имел особенность, которая усложняла управление мотоциклом. Это турбояма с довольно резким переходом на буст, что стало следствием небольшого объема двигателя, который составлял всего 496 кубических сантиметров. Именно по этой причине в 1983 году CX500T был замещен CX650T. У стандартного варианта CX650 мощность составляла 61 лошадиную силу, а на Honda CX650 Turbo она возросла до 100 лошадиных сил на 8000 оборотов в минуту и 104 ньютон-метров крутящего момента на 5000. Несмотря на снаряженную массу в 256 кг, мотоцикл от 0 до сотни разгонялся за 4,3 секунды, максималка 230 км в час. 7 место. Ну а теперь перейдем к экспертам в этом вопросе компании Kawasaki. Именно мотоциклы этой марки занимают весь остальной топ. На 6 месте Kawasaki GPZ750 Turbo, который появился в 1986 году. Это был самый быстрый в мире турбонаддувный мотоцикл. Его 738-кубовая рядная четверка воздушного охлаждения выдавала 112 лошадиных сил максимальной мощности на 9000 оборотов в минуту и 99 ньютон-метров крутящего момента на 6500. Турбинка от Hitachi раскручивалась до 10 тысяч оборотов в минуту. При этом практически отсутствовал эффект турбоямы. От 0 до сотни GPZ750 Turbo разгонялся за 4 секунды. Максимальная скорость около 260 км в час. Конкурентам оставалось только признать победу Kawasaki в данном состязании 80-х.
На пятом месте самый первый не совсем удачный серийный турбомотоцикл Kawasaki Z1 RTC, который появился в 1978 году. Он оснащался рядной четверкой воздушного охлаждения объемом 1015 кубических сантиметров с двумя распредвалами в головке цилиндров, который выдавал 126 лошадиных сил максимальной мощности на 8000 оборотов в минуту. При снаряженной массе в 255 кг на 400-метровой дистанции мотоцикл разгонялся всего за 11,4 секунды до скорости 198 км в час. Максимальная скорость составляла 254 км в час. Ну вот мы и добрались до современных мотоциклов. На четвертом месте Kawasaki ZH2, представленный в 2019 году. За основу была взята единая платформа модели Kawasaki Ninja H2, главной особенностью которой является использование рядного четырехцилиндрового двигателя с наддувом, трубчатой рамы и передовых электронных систем от Kawasaki. Рядная 998-кубовая четверка выдает 200 лошадиных сил на 11 тысячах оборотов в минуту и 137 ньютон-метров крутящего момента на 8,5 тысячах. При снаряженной массе в 240 кг от 0 до сотни Naked разгоняется за 3,5 секунды. Максимальная скорость 280 км в час. Цена на официальном сайте начинается от 18,5 тысяч долларов. На третьем месте спорт-турист Kawasaki Ninja H2 SX, который появился в 2018 году. Именно он стал донором и поделился своим двигателем с Kawasaki ZH2, поэтому его характеристики абсолютно идентичны. Разве что снаряженная масса естественно повыше, составляет 266 кг, а следовательно и разгон до сотни будет немного похуже, чем у Naked. Но максимальная скорость составляет уже 300 км в час. Однако мотоцикл в первую очередь создавался для комфортного путешествия. Его цена начинается от 28 тысяч долларов. На втором месте Kawasaki Ninja H2, который был представлен в 2014 году, а официальные продажи стартовали с 2015. Данная модель стала первым серийным спортбайком, оснащенным наддувом. Сначала рядная четверка выдавала 200 лошадиных сил, однако последнюю версию H2 раздули до 231 лошадиной силы на 11,5 тысячах оборотов в минуту, а крутящий момент составляет 141 ньютон-метр на 11 тысячах. При снаряженной массе в 238 кг H2 от 0 до сотни разгоняется за 3 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 299 км в час. Цена начинается от 31,5 тысячи долларов. Ну и лидером топа является, конечно же, Kawasaki Ninja H2R. Он является гоночной версией гражданского H2, а потому у него нет ни поворотников с зеркалами, ни фар, вместо которых установлен прямой громадный воздухозаборник. Благодаря иным настройкам наддува двигатель этого маньяка выдает невероятные для серийного мотоцикла 326 лошадиных сил на 14 тысячах оборотов в минуту и 165 ньютон-метров крутящего момента на 12,5 тысячах. Его снаряженная масса благодаря карбоновым элементам составляет всего 216 кг. Разгон от 0 до сотни составляет 2,5 секунды, а максимальная скорость космические 400 км в час. Цена за самый мощный и быстрый серийный мотоцикл в мире составляет 58 тысяч долларов.